Mesdames et messieurs, bonjour! Сегодня я вас приглашаю на выставку сельского хозяйства Франции. Vous êtes prêts? Alors on y va. Международная выставка сельского хозяйства. Хотя сегодня понедельник, и я приехала рано, пораньше, 9:30. А и здесь народ забавляет. Так, и теперь мне нужно найти, немножко сориентироваться, где, что и как. Так. Сельскохозяйственная выставка проходит у ворот Версаль, Порте де Версаль. Здесь большой выставочный комплекс, здесь проходят разнообразные выставки, но выставка сельского хозяйства самая-самая популярная среди французов. Она открыта в течение 9 дней, и обычно за 9 дней сюда приходит около 600 тысяч человек. Так, павильоны 3, 4, 7, пожалуй, что мне сюда. Хочу вам сказать, что открытие выставки состоялось в эту субботу, это было 24 февраля. И, это был хаос настоящий, потому что приехал президент Франции на открытие этой выставки, и были стычки между фермерами и полицейскими, и выставку открыли через 2 часа, только не в 9 часов утра. Здесь несколько павильонов, вот, например, 3-й павильон «Produits Saveurs de France», то есть здесь непосредственно от производителя продукты питания. Так, с чего начать? Но я еще хочу посмотреть животных, и мне сказали, что это первый павильон. Пойду сначала в первый павильон. Второй павильон «Culture et filière végétale, jardin et potager». То есть здесь сад и огород. Все для сада, для огорода. В первом павильоне непосредственно животные. Сейчас посмотрим, это очень интересно. Сегодня дождь идет, плюс 10 градусов. Понедельник, 26 февраля. Вот он, первый павильон. Bovin, Porcin, Caprin. Нива. Вот это огромный павильон, запах фермы. Вообще, это выставка сельского хозяйства. Это самая большая ферма в Париже. Раз в году проходит в конце февраля, начале марта. Вижу барашки. И знаете, эта выставка, это еще возможность для французов пообщаться непосредственно с фермерами. Меринос d'Arles, Арле, город Арле. И обычно на таких выставках выбирают музу выставки, или символ выставки. И в этом году выбрали корову из Нормандии. Сейчас я ее найду. Из самых разных регионов Франции животных привезли. И вот даже овцы, видите, они все разные, то есть они из разных регионов. Вот так французы здесь знакомятся с разными регионами. Berrichon-du-Cher, то есть это долина реки Луары, Иль-де-Франс, дальше там Венде и так далее, и так далее. Нормандию сейчас найдем. А вот и Нормандия. По Нормандии, кстати, у меня несколько видео. И самые красивые деревни Нормандии, Руан, и по дорогам Кальвадоса. Так что вы можете все это посмотреть по ссылке под этим видео. Вот она, муза салона. Орейет, 5 лет, Нормандия. Очень много желающих сфотографировать и снять на видео. Сейчас я тоже с другой стороны пройду. Сколько литров молока дает нормандская корова? 10 тысяч литров молока в год. То есть вот такие коровы, как Орейет, в сутки может давать до 30 литров. Из суточного молока одной коровы можно сделать 10 камамберов. Но вы знаете, что совсем недавно во Франции проходили и проходят до сих пор протесты фермеров. И я немного посмотрела информацию о фермерах, и меня очень удивили такие цифры. 40 лет тому назад в сельском хозяйстве работало 7% активного населения. Сейчас в сельском хозяйстве работает всего лишь 1,5% активного населения. И вы знаете, что любопытно? Тоже эта цифра меня очень удивила. 50%
90% фермеров имеют возраст 50 лет и выше. То есть проблема существует, но подробно я вам не буду уже об этом рассказывать, вы можете все это посмотреть в информационных программах. Издавна сложилось во Франции историческое деление. Нормандия, например, это всегда был регион молочного животноводства, но молочно-мясного. Я никогда не видела таких животных. Шаролеза. Шаролеза – это самая распространенная во Франции мясная порода из региона Шароль в Бургундии. Vérifier si ça te plaît ou pas. Déjà, est-ce qu'on a des branches ou pas dedans? Parce que des fois, ils sont malins, comme tu dis chez Лимузин, Гасконь, Пиренеи, Вагезы. Самые-самые разные регионы. Я пройду вот просто по этой аллее, сейчас посмотрю. Et il tombe sur le bon ingrédient. C'est la menthe. C'est la menthe. Eh ben bravo, c'est la menthe. И посмотрите, какое разнообразие. Вот это блонде де Китен, блондинки из Аквитании. Аквитания – это юго-запад Франции. Если вы знаете историю Франции, была Элеонора Аквитанская, жила в XII веке. А это Гасконь и Пиренеи. А это регион Вагезы. Это невысокие горы на востоке страны. Очень красивый, кстати, регион. Я там была несколько раз. Катались на лыжах в Вагезах. Очень красивый регион, действительно. А это Bleu du Nord. То есть голубые из севера Франции. А вот здесь в центре павильона Le Bar Allée. То есть бар, где можно попробовать разнообразные продукты молочные. Nature ароматизé, то есть и натуральный, и ароматизированный. А это из Британии. Конечно, для животных это стресс. Везли их достаточно долго. Париж на 9 дней. Так много людей. Здесь же можно прикупить и сыр, молоко, молочные продукты. Все непосредственно от производителя. Это Бургундия, Франш-Конте, вот эти регионы. Ну и поскольку это выставка международная, то здесь есть фермеры из других стран, вот в частности, это из Швейцарии. Exact, ça c'est la Gironde. Après, qu'est-ce qu'on a? On a combien de départements en région de Nouvelle-Aquitaine? Vous avez une idée? La Nouvelle-Aquitaine, hein, la grande région. Plus. C'est un fleuve.
Вот так уже готово все. И теперь в печку. Все очень аппетитно выглядит. Это регион Лимузен. Здесь проходят конкурсы сельскохозяйственные. Так, ну что же, друзья, теперь давайте посмотрим другие павильоны. Пойдем уже непосредственно в павильон, где продают продукты из разных регионов. Вот это я понимаю, вот это сыры не промышленного производства, а настоящие производителя Рокфор. Bien évidemment, donc on travaille bien évidemment avec énormément de normes comme l'ensemble de la filière et pour pouvoir tourner en produits de qualité. Travailler tout au long de l'année pour faire en sorte que tout cela perdure. On est en pleine actualité là, sur les éleveurs. Le label rouge, lorsque je vois le label rouge, je peux les yeux fermés choisir le label rouge. Oui, parce que c'est un produit. Здесь тоже проходит конкурс внизу. Мне надо найти 4-й павильон, но вот уже в 3-м Les Délices, всякие вкусности. И здесь на этом салоне представлено семейство Плю. Это мои старые знакомые виноделы из долины реки Луары. У меня даже есть видео, где там есть короткое интервью с виноделом. Я их знаю очень давно, с 98-го года. И вот они здесь на выставке Blue and Fizz. А вот и регион Британии. Посмотрим, что здесь есть. Виски и бретонцы. Вот такую рыбу вылавливают возле Британии, британских берегов. А этот морской черт, это я знаю. Вот это очень вкусная рыба. А это рыба-соль, одна из вкуснейших рыб. Рыба-соль. Вот это морской черт. А эта рыба, мне объяснили, это маленькая акула. И она тоже съедобная. Bonjour, vous allez bien? Oui. Ah, les crêpes bretonnes. De sarrasin, ça c'est de sarrasin. Это из гречневой муки блины. О, вкусненькие, тоненькие, с чем угодно, с вареньем, с медом или соленые. А это пиво домашнее, бретонское тоже. Британия – это один из красивейших регионов Франции. Если у вас будет возможность путешествовать по Британии, советую вам поехать в Британию. Это знаменитый куиньяман, бретонские. Посмотрите, какие они красивые. 4 евро стоит одна штучка. Это тоже очень вкусно. Настоящий. О, а здесь можно мидии попробовать. И устрицы тоже. О, устрицы, вернее. Больше устриц, чем мидии. Это паштет бретонский. Паштеты и колбасы. Ну, как видите, Британия очень богата разнообразными продуктами. Вот бретонские сыры Том, например. О. Какой вкусный сыр. Очень вкусный, да. Таких точно в супермаркетах не продают. Так, а сейчас мы выпьем пиво домашнего
это артизанат эмбрассeur. Я выбрала пиво розовое с фруктами fruits de la passion et hibiscus. Santé! Ardèche, bonjour. А здесь можно попробовать божоле. Божоле знаменитое. Ну, как видите, обстановка очень праздничная. Французы приходят выпить винца, попробовать продукты разнообразные, купить что-то. То, что не купишь в супермаркетах, парижских, это точно. Вот я себе прикупила бретонского сыра, например, очень вкусный сыр. Пивная! Это Монблан, ребята. Франция, настоящая Франция. Фермерские курицы из Бресса. Это самые вкусные курицы, кстати. О, вы посмотрите, какой комбайн. Его надо обязательно заснять. Так. В общем, я вам хочу сказать, здесь очень много всего, помимо продуктов. Вот видите, техника представлена французская. Вот это, да, это комбайн. Вау, это впечатляет. Вау, смотрите. О, какая техника. Как известно, Франция является одним из крупнейших европейских производителей сельскохозяйственной продукции. Страна занимает одно из ведущих мест в мире по поголовью крупного рогатого скота, свиней, птицы, производству молока, яиц и мяса. В растениеводстве преобладает зерновое хозяйство и главные культуры пшеница, ячмень и кукуруза. Страна традиционно занимает одно из ведущих мест в мире по производству вин. И большой популярностью пользуется овощеводство, садоводство, цветоводство, рыболовство и разведение устриц. По объему произведенной сельхозпродукции Франция занимает первое место в Западной Европе и третье место в мире после США и Канады. Французская продукция традиционно отличается своим высоким качеством. Фермеры активно выступают против внедрения генетически измененной продукции в Европе. Спасибо, что были со мной. До новых встреч на канале «О Франции не только». Пока!